Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня на оракуле мадам Ленорман волшебное зеркало. Будем делать такой расклад. Что у него на уме? Загадывайте своего партнера и посмотрим, что у него на уме относительно вас. Что у него вообще на уме? Что у него на уме? Так, сейчас мы будем искать вашего партнера. И карты вокруг него. Возьмем. Ищем мужчину. В этой колоде две карты в бланке мужчины. Первый мужчина будет наш мужчина. Первый вышел. С карты сердца вышел. Мужчина. И вот эту карту берем. Карта собаки. Прекрасное начало. Нам показывают мужчину, который вами увлечен. В мыслях у него карта сердца. Он думает о любви. Может быть, он думает, любите ли вы его? Задает себе сегодня такой вопрос. Мужчина хотел бы с вами взаимных чувств. О встрече мужчина думает, о свидании. Если вы в ссоре, то, конечно, мужчина думает о перемирии, о примирении. Он думает о неких сердечных, душевных моментах между вами. Об откровенности думает, чистосердечии. Вот кто еще не создал пару, конечно, мужчина по сердцу обдумывает, как бы вам предложить это поромантичнее, позаманчивее, чтобы вы согласились. Мужчина в мыслях или надеется на то, чтобы вы ответили ему взаимностью, или он в мыслях абсолютно рад тому, что между вами взаимность, вы друг друга оба любите. В чувствах у него карта собаки. Прекрасное чувство верной любви, верной дружбы, желание идти за своей женщиной. Чувство верной женщины рядом, верного помощника, друга, соратника. Собака говорит о том, что мужчина к вам испытывает искренние чувства. И если в мыслях карта сердца, то искренние чувства абсолютнейшей любви. Есть ощущение правильности своего выбора. Но и тут есть желание быть верным вам. Мужчина также думает, может чувствовать, что вы верная женщина, та, которой можно довериться, та, с которой можно построить отношения именно в согласии и преданности, когда партнеры вообще не смотрят налево. И вот он чувствует, что с вами можно идти рука об руку, абсолютно вам доверяя. Нам показывают мужчину, который эмоционально вовлечен в отношения. Ну что, давайте пойдем дальше. Чем мысли его заняты, посмотрим сейчас в целом, чем мысли его заняты. Ой, смотрите-ка. Женщина на дне колоды. Но мы ее сейчас перетасуем. Пока. Итак, чем мысли его заняты? Карта солнышко выходит. Об отпуске, может быть, мужчина думает. Мужчина хочет отдохнуть. Давайте еще одну карту достанем. Чем его мысли заняты? Карта письмо. Эти две карты мы пока с вами конкретно не сопоставляем. И карта письмо нам говорит, что сегодня мысли мужчины заняты некой информацией. Он ждет письма от кого-то, документов, согласия на сделку, возможно, ждет, подписание договоров, важные бумаги и документы у него на уме или ожидания. Когда же он получит вот это самое заветное письмо? Письмо может касаться, карта Солнца, поездки, отдыха, отпуска и его жизненного статуса. Карта Солнца говорит о чем? Мужчина сегодня ждет успешного завершения дел.
Возможно, даже он уверен сегодня, что некую сделку, которую он совершил, она для него очень выгодна. Он это уже знает. Он в мыслях сегодня радуется завершению какого-либо дела, которое для него обернулось успехом, удачей, признанием, достижением. И вот этот самый его жизненный успех, он должен быть, по его мнению, оформлен как-то документально. Может быть, мужчина оформляет загранпаспорт, например, покупает билеты, путевки на отдых. Но это не просто отдых загородный, допустим, да? Карта письмо все-таки. Это отдых, который сопровождается некой документацией. Ну, то есть билеты, путевки, визы, разрешение на выезд и так далее. Обе карты могут говорить о финансовом неком успехе мужчины, об успехе в работе, в бизнесе. Как будто мужчина добился того, чего хотел. И сегодня наслаждается лучами своего успеха, лучами своей славы, своих достижений. Если у мужчины есть дети, то вот по солнышку мысли его детьми заняты. Может быть, он в лагерь их куда-то отправляет. На летний отдых, допустим. Давайте пойдем дальше. Что у него на уме относительно вас? Что у него на уме сегодня относительно вас? Карта ключ. Какие-то двери открывает, возможности. В будущее заглядывает. И карта гора. Но что-то ему мешает, да? Или вы, или жизненные обстоятельства. Тут мужчина к неким сложностям между вами пытается подобрать ключик. Найти решение, найти выход. Обойти гору непонимания, расстояния, преград, обоюдных претензий, любых других сковывающих обстоятельств. Он пытается сегодня преодолеть гору. Гора – это препятствие, тупик, ограничение. С одной стороны, мужчина полон энтузиазма, с другой стороны, нам могут говорить, у него как будто стопор перед трудностями, перед сложностями. Может быть, мужчина не знает, что делать дальше, с какой стороны к вам подступиться. Но он из сегодняшних обстоятельств между вами пытается извлечь пользу. Как будто сам себе говорит, мне в будущем это пригодится. То есть пытается делать выводы для себя относительно того, что между вами происходит. У каждого свое. Для того, чтобы в будущем не совершать ошибок. Или для того, чтобы в будущем побыстрее преодолевать препятствия между вами. Также мужчина сегодня думает о неких планах, которые он не может сегодня реализовать относительно вас. Вашей пары в том числе. Как будто дорога ему закрыта. Все его стремления натыкаются на стену. Того же непонимания, препятствий, расстояний и так далее. Ну что, давайте пойдем дальше. Что еще у него на уме относительно вас? Что еще у него на уме относительно вас? Карта Луна. Сознательное притяжение. И карта Сад. Ну, тут мужчина думает о приватном свидании. Тут у него одно на уме. Где-то с вами уединиться, возможно, в темное время суток. И если Сад может говорить о том, что мужчина намеревается вывести вас в общество, то Луна, конечно, говорит о том, что у мужчины на уме абсолютно приватное, возможно, даже тайное свидание. Там, где вы вдвоем. Там, где вы абсолютно гармонично и откровенно друг с другом общаетесь. Луна – это женское начало. Этот мужчина примагничен к вам. Его к вам тянет абсолютно на подсознательном уровне. Возможно, он даже не осознает. Иногда вот это притяжение задает себе вопрос, откуда это все берется. Конечно, Луна может и на тайные отношения указывать. Расклады мы делаем общие. И вот для тех, кто сегодня в тайных отношениях, мужчина думает о чем? О том, что каким-то образом общество вам помеха. Вернее, мужчина вот во всей в этой вашей таинственности по какой-то причине зависит от мнения общества.
Как общество вас примет, может быть, переживает, да, за то, что, ой, не дай бог, кто-нибудь чего-нибудь узнает. Тоже может быть такое. Луна нам говорит, мужчина подсел на ваши флюиды, его к вам влечет. И Луна также может говорить в какой-то степени, подтверждая нашу сигнификацию, что мужчина уверен, что вам он тоже не безразличен. Он сам себе говорит, я чувствую ее энергетику, я вижу, как она на меня смотрит, и я точно знаю, что я нравлюсь этой женщине. Луна у нас вышла убывающая. Сегодня в этой колоде 2 луны. И вот если собака нам говорит о том, что мужчина уверен в вашей верности, то Луна нам может намекать на то, что мужчина сомневается. А занято ли ваше сердечко только им? Рядом еще и карта сад. Он как будто думает, есть ли в вашей жизни еще представители мужского пола? И причем он может задаваться таким вопросом. Сколько воздыхателей рядом с моей женщиной может находиться? И отвечает ли она кому-либо взаимностью? Ну, а в целом, конечно, нам здесь говорится о том, что у мужчины на уме встреча, приватная встреча, возможно, при Луне. Ну что, давайте пойдем дальше. Что еще на уме относительно вас, у вашего мужчины? Что еще у него на уме? Что еще у него на уме? Ух ты, карта медведь. Опять ревнует. Да что ж такое? И карта женщина, и вы. Вот это да. Смотрите, в этой колоде 2 карты бланки женщины и 2 карты бланки мужских. Вот эта женщина, если помните, да? Она у нас была на дне колоды после первого вопроса. И сейчас она все-таки вышла. Ну, тут вы конкретно парой выходите. Медведь – это тоже показатель мужчины, причем показатель мужа. И рядом вы, ваша карта бланки. Он воспринимает вас своей женой, ревнует, но готов вам покровительствовать. Вот этот мужчина хотел бы вас, так скажем, украсть от всех. И так, чтобы вы вообще только в его глаза смотрели. Вот примерно так. Потому что медведь у нас такой мужчина. Собственник. Кстати, обе карты говорят о том, что у мужчины сегодня действительно на уме страсть. Сильнейшее притяжение, именно страстные встречи. Он как будто рвется всей душой любить и владеть вами. Однако карта медведь для мужчины – это соперник. Поэтому сегодня у вашего мужчины в голове вы и его соперник. Ваши отношения с каким-либо другим мужчиной. Или другой мужчина в вашей жизни действительно есть мужчина в курсе этого. Или он сам себе рисует безобразные картины, сам себя накручивает. Ну, то есть для него безобразные. Полон ревности. И вот считает, что вас сегодня может обнимать кто-то другой, кроме него. Ну вот тут уже для тройственных союзов гора и карта ключ могут говорить о том, что гора, то есть стена для мужчины, это вот медведь, другой мужчина в вашей жизни. И вот этого самого медведя он считает ключевой своей жизненной проблемой. Если ни в каких тройственных союзах вы сегодня не состоите, может и нет в вашей жизни никого, кроме этого мужчины, и мужчина ваш в курсе, да, что вот собачка, вы друг другу верны. В таком случае эта двойка карт говорит о том, что мужчина сегодня в мыслях думает, что вы его женщина, он готов взять ответственность или чувствует свою ответственность перед вами. Он здесь показан абсолютнейшим покровителем, хозяином. Но тут мужчина как будто пытается подчинить все-таки вас к себе. Также здесь возможны варианты, когда женщина очень сильная, как покровитель для мужчины, практически как мама его, да? И он вот по собачке следует за вами, за своей женщиной. Карта горы и ключ. Пытается до вас дотянуться, но не дотягивает. Женщина сильная, властная и никак не хочет поддаться мужчине. Ну, давайте посмотрим его планы на вас.
его планы на вас. Карта кольцо. Но тут мужчина будет предлагать вам союз. Будет пытаться договариваться с вами, мириться, если в ссоре. В планах мужчины любить, создавать пару, союз, крепкую пару создавать. И долгую. Вот здесь уже медведь и карта женщины опять же могут говорить о долгой, очень крепкой мужской любви в ваш адрес. И карта кольцо только подтверждает всю эту картину. Мужчина намеревается вступить с вами в очень долгие, крепкие отношения. Ну и прямое назначение, естественно, это предложение руки и сердца. Подарить подарок, подарить своей любимой женщине кольцо, сказать о своей любви, сказать о том, что вы единственная в его жизни, желанная, неповторимая, его пара, его вторая половинка, его жизненный выбор, от которого он не отступится. Ну что, давайте тогда посмотрим, что он хочет вам сказать прямо сейчас. Что мужчина хочет вам сказать? Карта аисты. Мужчина о дороге думает. Напрямую может карту кольцо, конечно, подтверждать, да? Давай, милая, съедемся. Так, а что у нас на дне колоды? Ух ты, карта плетки, метлы. Страсть мужчины в ваш адрес, да? Желание на чем-то настоять, очистить отношения. Вот смотрите, аисты у нас. Червовая дама. Дама кубков. Что он вам хочет сказать? Этот мужчина хочет вам сказать, что он вас любит. Вы его любимая женщина. Тут практически каждая карта, да? Начиная с начала расклада. Подтверждает отношение мужчины к вам. Кстати, вот здесь наряду с кольцом, тем более, аисты могут говорить, что мужчина, который вылетел недавно из гнезда, намеревается в него вернуться. Ну, то есть какой-то гуляка, загулявший мужчина пытается вернуться домой. Такое тоже у кого-то есть. Мужчина пытается вам сказать, что вы его семья. Какой-то мужчина призывает свою женщину к переезду. Он вам говорит, пора вам переезжать на другое место жительства. И поэтому мужчина, конечно, свои жизненные перемены с присутствием вас в своей жизни воспринимает положительно. То есть считает, что его жизнь улучшается, становится интереснее, насыщенней. Жизнь ему дает энергию, новые возможности или стремление постоянно стремиться к новым жизненным открытиям, к новым жизненным возможностям. И карта метлы у нас на дне колоды. Судя по раскладу, она здесь имеет значение страсти, конечно же, да? Вот мужской страсти в адрес женщины. Конечно, карта метлы может говорить о том, что вы постоянно ходите по кругу и, возможно, даже совершаете одни и те же ошибки в отношениях, пытаетесь что-то исправить, пытаетесь что-то наладить. Карта горы у нас, да, препятствия все-таки есть жизненные, но, по крайней мере, мужчина их видит. Но карта метлы также говорит о том, что мужчина очиститься-то хочет, он хочет что-то улучшить. Может быть, в споре родить истину. И этот мужчина хочет, чтобы в каком-то вопросе вы его услышали, приняли его точку зрения, причем безукоризненно. Ну что ж, давайте будем заканчивать наш сегодняшний расклад. Карту сердца, карту кольцо и солнышко. Вот таким вот образом. Вот такой вот прекрасный обережек. Мы сегодня состряпаем для вас. Чтобы союз был бесконечным и крепким. Напоминаю, что наши обережки можно скринить,
смотреть на фотографию, медитировать и привлекать в свою жизнь удачу, счастье и любовь, богатство в том числе. Карта кольцо, крепкие узы, крепкий союз, заключение брака. Карта сердца, взаимные чувства, искренность, примирение, любовь, встреча, свидание. И карта солнца, счастливая полоса в отношениях, радость на душе от ощущения второй половинки рядом, жизненное благополучие, богатство и процветание вашей пары в любых жизненных аспектах. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго, самого светлого. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на другие каналы Юпитер Magic Cat Tarot. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока, до скорых встреч!